Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Вот он, свет в конце тоннеля. Ну как же без каски? Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Ну что, сегодня новый выпуск. Новый выпуск в формате истории экскурсии. Сегодня я планирую посетить Балтийскую косу, она же Вислинская коса, она же Фриши Нерунг. Находится за моей спиной через морской канал. Сейчас буду ждать парома, который будет еще через 45 минут. По планам хочу вам показать сегодня комбинированную авиабазу Люфтваффе, которая была способна принимать в том числе гидросамолеты. Она находится на косе. Там же взлетно-посадочная полоса, ангары. Форт Западный, который тоже имеет место быть. Точнее, уже руины от него. Ну и объекты береговой батареи, которые тоже присутствуют. Все это вам покажу сегодня. Так что не переключайтесь. Подписывайтесь, кто еще не подписался, друзья. Я думаю, вам будет очень интересно. Ну все, билет я приобрел. Стоит он 70 рублей. Паром вот такого типа, как за моей спиной, находится. Жду отправления. Паром ходит каждые 2 часа. Первый, по-моему, в 7 утра. После этого 10, 12, 14 и 16 и так далее. Погодка вот такая, снежок идет. Вон памятник Петру Великому. Конечно, лучше ехать в теплое время года, но я решил не ждать, друзья. Почему? Потому что те самые ангары на аэродроме Нойтив, они находятся в частных руках, и их начали утилизировать медленно, но верно. Поэтому можно летом приехать и уже их не увидеть. И показывать вам нечего будет. А пока возможность есть, я решил это сделать. Правда, квадрокоптер пришлось оставить в машине, потому что снег идет. Ветер вроде более-менее, но снежок нам не на руку в этом случае. Ну ничего, там и без квадрокоптера много чего есть показать. Кстати говоря, об ангарах. Вот если я увеличу, вон шишки такие торчат, видите? На той стороне. Длина косы составляет 65 километров, из которых 35 километров на северо-востоке принадлежит России. Остальные около 30 километров принадлежат Польше. Ширина косы от 300 до 1800 метров. Это в средней и южной частях. В северной же части ширина достигает 8-9 километров. На юго-западном конце в Польше коса соединена с материком. С российской стороны коса отделена от материка судоходным Балтийским проливом. Этот пролив образовался в 1510 году, 10 сентября, когда здесь лютовал сильнейший шторм. В начале прошлого века через пролив прошел Кёнигсбергский судоходный канал, который позже стал Калининградским морским каналом между Балтийском и Калининградом. Если говорить об истории, то в 1756-1762 годах
коса входила в состав Российской империи. В 1807 году под командованием Каменского русско-прусский экспедиционный корпус принял участие в обороне Косы от наполеоновских войск. До 1945 года Коса входила в состав германской провинции Восточная Пруссия. В районе современных поселков Коса и Рыбачий Германией была создана гидроавиационная гавань, тот самый аэродром, где мы сегодня побываем. Название его Нойтив. 26 апреля 1945 года в северной части Косы был высажен советский морской десант. Здесь мы можем видеть башню управления полетами. Часы были. Ангары. Всего на территории 6 ангаров, 3 из которых использовались для хранения самолетов, остальные были для техники обслуживающей, ну и, скажем так, обеспечения аэродрома. Стоит заметить, что данная башня и вот эти 2 ангара, насколько я знаю, прилегающие, были признаны культурным объектом ввиду того, что рядом находящиеся начали разбираться, потому как находятся во владении частного лица, но местная, скажем так, местные представители культуры смогли отвоевать, что не может не радовать. История поселка Нойтив берет начало в 1934 году, когда там была создана база школы гражданских летчиков. Строительство гидроаэродрома Нойтив начато в 1934 году, а закончено в 1939. Были построены 2 бетонные взлетно-посадочные полосы длиной 1000 метров. Они располагались под углом 45 градусов друг к другу. Это давало возможность эксплуатации авиабазы практически при любой погоде, а также любом направлении ветра. Были оборудованы слипы для спусков на воду гидросамолетов, а на берегу построены 3 капитальных бетонных ангара для крытого хранения самолетов, а также 3 железных. Были построены самолетные оружейные мастерские, склады, насосная станция, котельная, установки для хранения и заправки топливом в гавани, а также на аэродроме. Была построена трансформаторная подстанция, казармы для персонала, хозяйственные постройки. Даже было казино. Жилой поселок со школой и магазинами находился севернее аэродрома. А к юго-западу от аэродрома стационарно была размещена береговая артиллерийская батарея. Сегодня я вам тоже покажу, что от нее осталось. А шиповник еще вон мороженый сохранился. Говоря о растениях, здесь очень много облепихи, шиповника. И растительность довольно-таки специфическая. Как раз вот этот ангар, от которого остались только вот эти башенки по краям. Когда я был здесь осенью крайний раз, его разбирали. Ну и совсем мало что осталось от него. Ну вот я добрался до взлетно-посадочной полосы. Вот она уходит вперед передо мной на несколько километров. Раньше их было 2. Они были с подогревом. Потом уже нашей советской авиацией были выполнены преобразования, добавлены еще рулевые полосы, но в конечном счете вот осталась одна полоса, в конец которой мне и нужно пройти, чтобы перейти к следующим объектам, а именно к береговой батарее оборонительной.
Сейчас будем искать под снегом. О, зря я это увидел, ребята. Потому что тут можно залипнуть. Янтарики бросает. О, какой красивый. Ну вот, я подошел. По карте мы находимся на месте береговой зенитной артиллерии Лемберг. Пойдемте смотреть. Лемберг – это зенитная батарея, самая мощная, состоящая из 25 помещений, с толщиной крыши, достигающей 2 метров. Батарея состояла из 4 орудий Флаг-38, калибр 105 мм. Помещения были оборудованы по последнему слову техники. Радиолокация, дальномер, бронированные двери. Персонал батареи был около 150 человек. Лемберг состоял из 4 бетонных капонира для орудий, бункеры для солдат и офицеров, помещения для хранения боеприпасов с выходами к орудиям и центральным входом, столовая, электростанция, склад боеприпасов и даже арестантский бункер. Помещения были полностью автономны. Подогрев воздуха, канализация, водопровод, запас воды на несколько суток. Лемберг была запасным командным пунктом системы противовоздушной обороны Пилау. За эту батарею шли самые ожесточенные бои. Уже после того, как гарнизон Пилау был взят и другие батареи пали, Лемберг еще оборонялся 2 суток. Тут замуровано. Так, теперь двигаемся к следующей батарее. Она находится в километре примерно. Туда, ближе к форту. Сейчас пойдем посмотрим. Следующая у нас зенитная батарея, называется Нойтив. Идем дальше, друзья. Идем дальше. Что? Вот нашел. Так и не увидишь, все снегом замаскировано. Береговая артиллерийская батарея Нойтив была построена в 1944 году на косе Фрише-Нерунг, подчинялась командованию Кригсмарine и входила в систему береговой обороны военно-морской базы Пилау. Батарея была вооружена 4 орудиями, калибр 150 мм. Они были установлены в открытых капонирах на железобетонных основаниях. Орудия имели круговой сектор обстрела, дальность стрельбы до 22 км и были способны вести огонь как по морским, так и по наземным целям. Все сооружения батареи были выполнены из железобетона, кроме 4 орудийных двориков, капониров. Они включали командно-наблюдательный пункт со стереоскопическим дальномером и приборами для наблюдения, целеуказания, а также корректирования стрельбы, бункеры для боеприпасов, укрытия для личного состава,
столовая, узел связи и электростанция. С воздуха батарею прикрывали 30-миллиметровые зенитные орудия. Численность личного состава была порядка 120 человек. Батарея была захвачена советскими войсками в ходе штурма косы Фриши-Нерунг в конце апреля-начале мая 1945 года. Вот они, гильзы. Все еще родное, местное. Пойдем смотреть, что дальше. Здесь система довольно сложная была. Тут наушники выбросил. Друзья, вот в таких условиях снимаю. Там свет в конце тоннеля. Фу. Ага. Вон гильзы лежат. Как я и говорил, ребята, природа тоже, ой, не щадит эти все сооружения. Видите, это все оттуда стянуло сюда. Посмотрите, какие глыбы тяжеленные. Все потихоньку подтягивает. Двигаюсь по дюнам к следующей зенитной батарее. И ну как же без каски. М40-я. Вот она. Да, подушла крепко. Современное искусство.
Там вот штыри торчат. Я думаю, это сверху орудие крепилось. Зенитка. Сейчас увеличу. Смотрите, массивные какие петли. Мощь. О, диски. Что-то спиливали тут турбиной. Ага, вот и бронекупол стальной. Смотрите, срезали газом, что ли. Да, толщина сантиметров 10, миллиметров 100. Маузеровские патроны. Подсумок кожаный засох. Обратите внимание, сколько на берегу кирпича. А все потому, что мы приближаемся к форту Западный. Осталось 100 метров. И у меня еще час времени. Сейчас по максимуму отсниму, чтобы передать вам. Форт тоже с каждым годом уменьшается и уменьшается в своих размерах. Море, ветра забирают. Ну а в первую очередь наше людское отношение к такого рода памятникам. Если бы поддерживалось все в том виде, в надлежащем, простоял бы он еще не 100 лет. А люди бы с удовольствием ездили на экскурсии. Форт Западный на Балтийской косе был построен в 1869-1871 годах. Он входил в систему оборонительных сооружений Пилау и предназначался для прикрытия пролива, по которому корабли входили в Кёнигсберг. Во второй половине 19 века парусные суда стали вытесняться пароходами, и для их беспрепятственного прохода в порт Кёнигсберга был построен судоходный канал через залив Фришесхаф. Одновременно происходило бурное развитие нарезной артиллерии. Для надежного прикрытия морского пути через пролив между Пилау и косой Фриши-Нерунг возникла необходимость строительства фортификационного сооружения, которое было бы способно противостоять возросшей мощи корабельных орудий. В плане форт представлял собой пятиугольник неправильной формы. С фронта располагались 3 капонира для ведения флангового и косоприцельного огня. Тыльная сторона прикрывалась заполненным водой рвом, через который был переброшен подъемный мост. В гаражевой части находились казармы, кухня, столовая, медицинский пункт, караульное помещение, склады боеприпасов, топлива, продовольствия и снаряжения. Артпозиции находились на боевом валу, земляной насыпи толщиной 2-3 метра поверх казематных сводов. К ним из внутреннего дворика вели пологие аппарели для подъема и скатывания орудий. Форт был оборудован системами отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации.
Со стороны моря были возведены берегозащитные сооружения и волноломы. В ходе модернизации в 1887-91 годах его защиту дополнительно усилили бетоном. В разные годы форт вооружался орудиями разных типов и калибров. Гарнизон состоял из пехотной роты, артиллерийских расчетов и саперных подразделений. За свою историю ему не пришлось участвовать в боевых действиях. После взятия советскими войсками Пилау и высадки десанта на косу Фриши-Нерунг в апреле-мае 1945 года форт был блокирован и капитулирован. Толщина стены, ну где-то метра полтора. Вон камрад копает. Подошел к дядьке, который с прибором на пляже. Че, говорю, копаешь? Он говорит, металлолом. Ну и всякие шпалы, костыли, гвозди. А че, говорит, на косе по пятнашке чернину принимают. Тоже неплохо. А говорит, там дальше видел, купол спилили. Я говорю, конечно, видел. О, говорит, все рыбаки, говорит, рыбалку побросали, металлом занимаются. Так что вот такие дела, ребят. Сейчас еще мимо домиков пройду, покажу, как местные живут. Видите, фасады отремонтированы. Аккуратные домики немецкие. Автопром тоже чисто немецкий. Volkswagen, Opel, Mercedes. За просмотр всех благодарю, друзья. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну а я двигаюсь к парому. Осталось 15 минут. 4 часа пролетело незаметно. Кто еще не подписался,
подписывайтесь, пожалуйста. Для меня это отличная мотивация. В следующий раз думаю съездить в крепость Пилау, которая в Балтийске находится. Но там тоже по времени надо подгадывать, не так просто туда попасть, потому что там действующая воинская часть. Нужно покупать билеты в штабе, в музее Балтфлота, по-моему. Ну, я это все разузнаю, может, съезжу туда и генерала подтяну. Все, ребят, до новых встреч. Вот новая партия приехала.